Всем привет! Решил записать вот такое видео. Хочу показать, как можно сделать экспорт грума из Houdini в Unreal. Было несколько вопросов, как правильно сделать экспорт. Я могу показать, каким вариантом пользуюсь я, и, возможно, он будет вам полезен, и будете также использовать этот вариант экспорта грума в Unreal. Есть в Houdini уже готовый экспортер грума под Unreal, Labs Unreal Groom Exporter. Но я не пользуюсь им, потому что как-то у меня не сложилось с ним. Тут я не увидел возможности экспортировать грум с UV. Также как-то не очень разобрался, как работает вот эта штука с группами, поэтому я решил не использовать, а сам просто собирать весь, так скажем, сетап, который я использую, в принципе, просто из одного проекта в другой, сохраняю и перекидываю из одного проекта в другой. То есть обычно я собираю грум в какой-то одном гео и сюда добавляю разные object merge, то есть у меня есть брови, у меня есть ресницы, борода и, к примеру, усы. То есть я хочу иметь возможность менять толщину этих участков волос в Unreal, то есть, к примеру, там усы сделать потолще, ресницы потоньше, или также возможность работы с тенями для отдельных участков. Поэтому я добавляю группы на эти элементы. Есть несколько способов, как можно добавить группы. Самое главное, что мы должны правильно назвать атрибут. То есть можно, первый вариант, это через атрибут copy. Извиняюсь, атрибут create. То есть мы должны добавить атрибут groom group ID. Это атрибут интеджеровый. И он у нас находится на примитивах. То есть если мы сейчас зайдем и посмотрим, вот у нас есть groom group ID 0. Это, так скажем, первая группа. Для второй группы мы добавляем все то же самое, только следующую группу, то есть это уже не 0, а 1. Потом вторую и третью. Но я не всегда пользуюсь таким способом, потому что он такой не очень, так скажем, не видно, в viewport правильно ли все назначилось. То есть можно, конечно, через Color попробовать это отобразить все дело, но в принципе, можно было так сделать. Обычно я использую вариант Attribute Paint. На самом деле это не играет никакой разницы. То есть можно также обозвать атрибут как groom group ID, выбрать здесь integer и режим раскрашивания это fill, то есть чтобы сразу мы все элементы раскрашивали нужным цветом. Вот, и также просто добавляем потом следующие участки волос. То есть вот так собрали, но сейчас у нас атрибут groom group ID на поинтах. Нам нужно это переместить на примитивы. Для этого мы используем атрибут promote ноду и выбираем здесь groom group ID. Все, дальше, по сути, это тоже то же самое. Вот. То есть у нас есть 4 группы: брови, ресницы, усы и борода. Следующий шаг, который я делаю, это я чищу мой groom asset от ненужных мне атрибутов. На самом деле я в Unreal использую только толщину, UV и
Groom, Group ID. Ну, это, наверное, 99% то, что нужно, остальные как бы там по желанию. То есть удаляем все, кроме перечисленных выше. Вообще раньше нужно было всегда использовать именно для толщины и для UV правильные нейминги атрибутов, но в версии 5.3, 5.4 я заметил, что уже можно не переименовывать их правильно. То есть, в принципе, все работает так. То есть можно оставить толщину width и UV также просто UV. Вот, но группы все же лучше вот так, чтобы это работало. Так, следующий шаг. Перед экспортом я проверяю количество точек. То есть желательно делать в Unreal слишком много точек лишних. Допустим, сейчас, да, видно, что очень плотно, и можно это немножко уменьшить. Давайте я вот это уберу все. Да, у меня сейчас все, осталось только толщина группы и UV. И давайте, наверное, по каждому элементу еще добавим resample. То есть обычно есть такой момент, замечание, да, что Unreal не очень хорошо работает, когда у нас количество точек сильно отличается на волосах, и при байдинге грума к скальпу он может просто половина волос куда-то исчезнуть или там переместиться на другой участок тела. Как я обратил внимание, это из-за того, что у нас некоторое количество точек, оно как бы очень маленькое, то есть это, когда у нас отрезок, как вот сейчас, да, у нас всего 2 точки, и, возможно, на каких-то участках волос там вообще 1 точка или что-то похожее. Поэтому он Unreal при байндинге, он просто ломает всю конструкцию. Поэтому я не использую такой метод, когда экспортирую в Unreal. Я всегда делаю конечное число сегментов, к примеру, там 8 или, там, может быть, 6, да, для бровей. В принципе, этого достаточно. То есть не делайте, используйте такой метод интерполяции длины, точнее не длины, а количество точек по длине, потому что могут быть проблемы в Unreal. Ну, для ресниц можно также оставить, например, 8 сегментов. Для бороды, думаю, можно около 15, наверное. 20. Ну, для усов, наверное, около 16. Да. Ну, давайте ставим такой вариант. Так, почему-то у меня здесь снова появились усы. Возможно, это какой-то баг. Давайте посмотрим. Возможно, нужно просто обновить viewport. Ну здесь у меня добавляется, похоже, да, усы. Это можно их убрать. Да, теперь все корректно. Давайте еще раз проверим группы. Угу. Ну, в целом, вот сейчас все готово для экспорта. Перед тем, как экспортить, я скейлю весь грум в 100 раз, потому что сейчас он, ну, если в таком состоянии это экспортить в Unreal, он будет очень-очень маленький в 100 раз, поэтому нужно как раз увеличить его через трансформ в 100 раз. Но, как мы видим, сейчас толщина волос маленькая, поэтому нужно ее тоже увеличить.
Добавляем атрибут wrangle и просто умножаем атрибут толщины на 100. Ну и добавляю в конце rob alembic output. Давайте сделаем экспорт. Называем groom, ну или groom asset. Pускай character версия 0.0.1. Alembic. И все, сохраняем. Вот получился наш groom asset. Давайте проверим, все ли у нас правильно экспортилось. Для этого открываем Unreal и перетаскиваем groom. То есть мы сейчас можем увидеть, что у нас работает UV, то есть в волосы забрали атрибут UV со скина, поэтому все корректно работает. Мы его правильно экспортировали. Также мы правильно назвали группы, да, и они появились. У нас 4 группы. Все это работает. Мы можем видеть, да, что вот даже количество волос отображается, все верно. И также я использую ротейшены вот такие, то есть у нас должен быть отражен по оси Z на 180 градусов грум, также по оси X на минус 90. Если ставить 0, то он будет, то есть не вот так, да, не вертикально, а будет вот так вот лежать. Поэтому нам нужно поставить минус 90 градусов. Также скейлы минус 1, 1, 1. Ну и в целом все можно импортить. Добавляем сюда грум. Давайте проверим. Да, вот все. Все совпало. Давайте посмотрим на сам грум. Все, у нас есть 4 группы. Можем менять толщину прямо в viewport. Допустим, брови сделать толще. Ну, у нас первая группа это ресницы, поэтому... Да, порядок он не всегда совпадает с тем, как мы экспортили из Houdini, поэтому может немножко отличаться, но ничего страшного. То есть вот мы можем контролировать уже отдельные участки по толщине, по теням, по толщине кончиков, либо корней. Также длину даже можем менять, если хотим. И также можем назначать разные материалы на разные участки волос. То есть можно зайти в Groom Asset и здесь добавить несколько материалов. Ну, я не буду сейчас показывать, как это делать. В принципе, просто нажимаем плюсик и добавляем материалы. Я пока на одном примере покажу, как работает Groom. Точнее, как работает материал грума, да, и что у нас UV тоже подцепились. Давайте посмотрим. Я сделал в Substance Painter такую, да, раскраску, то есть, раскрасил там в области бакенбард белым, там усы какие-то оранжевые, так, чисто для теста. И давайте сейчас добавим вот эту текстуру в Unreal. То есть сейчас у меня должно быть, по дефолту это, наверное, вот так выглядеть. То есть просто, да, какой-то цвет. Однотонный материал волос. Если мы хотим добавить, допустим, у нас какое-то животное или, просто хотим там что-то подкрасить, какие-то участки волос, можно добавить альбедо и использовать нашу текстуру. И увидим, да, что все работает, то есть UV перенеслась корректно. И дальше уже можем настраивать там грум, смешивать между собой альбедо и просто какие-то настройки волос, добавлять седых волос. В общем, все работает. Все, что хотели, все у нас получилось. Материалы корректно отрабатывают. Также можно назначить различные материалы, да, на разные участки волос и различные текстурные карты нарисовать.
Все у нас работает корректно.